зависит. Когда ты подвешен вертикально, тебя может начать раскручивать. То есть тебе надо держаться по-любому, иначе тебя будет вертеть вот так вокруг своей оси. Ты можешь спиной ехать. Ну, короче, некомфортно. Ну, интересно. Ну, тогда уже надо за 25, потому что он длиннее, потому что за десятку вообще ни о чем. То есть даже не стоит ее тратить, это 10 евро, по сравнению с другими. Там кабанчики вышли. Но мы от них бежали. Потому что кабанчики такие, Кабанчики, они такие могут быть. Да-да-да. Довольно агрессивно. Если особенно с потомством, так лучше точно бежать. Мы сейчас придем, закажем, и пока есть свет правильный, пойдем, потому что до, как правило, минут 15 есть до заказа. Там форелька неплохая есть, и если вдруг. Я когда вот это вот была в Путве, там же на набережной шла, и там вывезли эту рыбку свежайшую такую. Я ж, ну как я ее с собой возьму? Я еще гулять должна была часа 2, потом ехать. Ну да. Ты Ну рыбка да, ж не поедешь. поедешь. Я в подворье что-то не нашла, что такая рынка. Мне еще там, где я живу, надо вызвать это, что-то вытяжки доключаться на пути. Вот у нас на побережье в основном искусственное у всех. Нет елочных базаров. Зашла в китайский, а там уже красиво желтенький. Это не видно, что Что у нас по пляжу ходят коровы? Почему нет? Вот шикарная викендица. Да, Да, эта викендница вообще супер. так раньше. Аутентичненько. Да. Выглядели старые дома. Жаблики на севере. То есть куда ты едешь? Вот мне интересно. У вас чем их там Подгорица? Что вам там Подгорица подсыпают? Владимир, расскажите, пожалуйста. Я не за район. только не подсыпать. Я такой не ем, да, как они? Да.
машину не вожу, поэтому не знаю. Ну вот, ну, ты же видишь, я еду. Зачем ты высовываешься на проезжую часть? Девочка, нет? Мальчик. Еще и очень В большой. годах. Да, тут большой мальчик. Смотри, Так- сколько шишек. Да, шикарно. Город Жабляк, самый высокогорный город Балкан, 1450 метров над уровнем моря. Села выше есть, городов выше. Небольшой, 1000 на 3,5 всего-навсего. Но центр активного отдыха в Черногории. И зимой, и летом едут туристы. Летом больше, зимой меньше. А почему зимой меньше, если наоборот так? Подъемник. Здесь старый подъемник. Ты говорил, да-да. 2 года назад уже был проект, выдала директиву о том, что мы вам не рекомендуем ставить новый подъемник, поскольку это принесет вред природе. Вот. И все. А каким образом принесли? Ну, Почему установка. ставят старый Тут уже поставлен, все, поставлен, ком покрыт, и он уже стал частью. Короче, Короче, все... кому-то не занесли. Да, кому-то, ну, не знаю, но, Не занесли, ну, в но ЮНЕСКО, мало. в ЮНЕСКо там же не так просто занести, да. Короче, в общем и целом, подъемничек смонтировали, сейчас строится еще один, там недалеко от Майковца, еще один горнолыжный курорт, горнолыжный центр. Вот туда поставили, а тут шиш. Поэтому осталась старая двухкреселка, а люди все уже, они побрали кредитов вокруг подъемника, начали еще достраивать домиков таких под сдачу, в ожидании, что сейчас поставят новый подъемник, и туристический поток увеличится. А хренушки, к сожалению. Вот. Там даже сделали систему искусственного снижения. От ближайшего озера пробросили трубу, построили насосную станцию, построили искусственный бассейн, чтобы забирать воду. И все пошло по одному месту. Здесь я смотрю класс, то есть от самого Жаблика вот есть тротуар, фонари, и здесь До можно прямо Черного вот, озера, да, да, ходить, так, собственно, гулять. я по вечерам здесь и гуляю, когда приезжаю на двухдневную экскурсию. Все-таки бывает, да? Конечно. Она Сколько чуть здесь более... аренда домика вот так вот, или апартаментов? Апартаменты 35, 40, 50, по-разному. Все Здесь зависит я от тут на компании. букинге находил очень интересные, красивые апартаменты. Прям такие. Вон справа, Очень посмотрите, даже. какой домик милый. Вот. Ну, здесь вот эти домики очень дорогие. Это да. Вот эти. Этот А в самом Жаблике я в самом находил, Жаблике, да. Там дешевле. Сейчас мы станем на лесную парковочку, потому что есть основная парковка на Черное озеро, но от нее дальше идти. Дальше идти раз, во-вторых, ну и во-вторых, есть там некоторые во-вторых. А здесь спокойненько мы по лесочку пройдемся. Надо будет, там будочка стоит, надо будет по 3 евро заплатить с каждого человека за вход в национальный парк. Сейчас надо взять кофточки, потому что там сидеть можно, может быть прохладненько. Поэтому кофточки желательно взять. Энюшки, естественно. Вот такой вот билетик выдают за вход. Стоит все это удовольствие 3 евро. Тут написано и показано, наверное, что можно, что нельзя. Итак, друзья, мы с вами добрались до Дурмитра. Черное озеро. Полкилометра. Здесь вот остановились на парковочке. И сейчас пойдем леском до ресторана. Вот такая дорожка нас ожидает. Да, здесь совсем другая обстановка. Какая-то сыроежка. А вот эти такие еще грибы. Да.
как они Да. называются. Похоже на коралл. Прямо не хватает мишек. Слава богу. А вот еще такие грибочки. Они несъедобные, нет? Нет. Ты, может, попробуем? Нет. Свободное от экскурсии время, пожалуйста. Вон, смотрите, сколько. А вот сколько это, хочешь. по-моему, интересно, что это за грибы? Похоже на какие-то маслята, что ли? Не похоже на маслята. Нет? Я грибов 100 лет не собирал. Не похоже на маслята. Вот это дождевичок. Да, опята. Опята тоже не такие. Да похоже, да, на какую-то На сыроежку. сыроежку похоже. Да. Это она, скорее всего. Ага, да, пахнет грибочком. А вон какие огромные они. Ага. То есть грибы есть. Хотели, пожалуйста. Да, грибов можно насобирать. Вот кто. Вот еще, пожалуйста, вам грибочек. Такой вот. Были в нашем детстве. На виражах. Двор становился Эти от шишки. шишки, может, тут как раз и забирал в точке дреснику, видишь? Это не Петрова. Это не Петрова. Да. Кто-то что-то терял. Ну столько лишпаек это вообще. Здесь белки. Они не любят орешки. Так, а вот основная вот эта дорожка асфальтированная, которая ведет к Черному озеру. Тут грибы на самом деле, вот это они, по-моему, везде тут. Можно мешок насобирать. А вот еще это такие же. Мгм, да. Их, кстати, кто-то сшибает. Мгм. Ну как-то они уж больно хорошо выглядят. Их просто много валяется для съедобных грибов. Да не, ну это точно сыроежки. Не, подожди, сыроежки, они не такие, они оранжевые, они на срезе красноватые. Ну, Нет. сыроежков, я помню, столько видов на самом деле. Ну, может быть, да. Их полно. А здесь нет фонарей, да? Что-то ниже. Здесь нет. Да, то есть здесь такая Здесь темень звезды. Здесь непроглядная. А могли бы, конечно, до сюда тоже все подсветить. Но зато здесь есть лавочки. И есть вот где попить водичку. Воздух, друзья, лесной. И вот такая вот стилизованная. Но они бы хотя бы что-то экраник бы сделали как-то. Потому что вот я там вот сейчас хожу много. Какие-то грибочки. А вон там еще грибы вот эти растут, да. Это просто туристы ходят. Тут я часто вижу, как они шарахаются, а не туристы. Ну, кстати, всего один вид почему-то грибочков. Я заметил. Остальные отошли. Но они, нет, они, наверное, где-то в глубине там, в лесах. Наверное, сейчас нам откроется какая-то красивая панорама, да, когда мы выйдем, да? Вот Практически нет. я тоже в этом уверен прямо. А нет, есть же фонари. Вот, например, один. Ну, это они начали появляться. Подожди, не, они дальше идут. Да. Да, они есть, Они есть, они да. есть. Это не новые они уже, да. Ага.
Так что хорошо, все подсвечено, можно вечерком сюда уже ходить. Наверное, когда здесь зима, вот так лежит снег, здесь все фонари горят. А, не, ну вот они, светодиодные. Угу. Такие уже. Тут шикарно. Вот уже вкусно пахнет едой. Итак, друзья, вот сейчас мы его увидим. Вот какая-то там такая в мху хижина старая. Интересные здесь места побродить. Обязательно сюда еще приедем. Наверное, зимой, весной, когда уже снег здесь сойдет. И походим более подробно по разным тропкам, ну, которые безопасны, естественно. Немного солнце светит на камеру, такая дымка, поэтому нет контраста. Так, вот туда мы сейчас пойдем, а для начала мы пойдем вот в этот ресторан. Сумасшедшее количество народу, все едят. Но столик мы заказывали, поэтому сказали, через 2 минуты будет. Вон там целая группа лавочек. Нет, чтобы взять по бурику вон и пойти вон на те лавочки, сесть красиво, в тишине. А что здесь в этой, на вокзале, в этом как-то, базар-вокзал, все гудят? Чуть-чуть, или как, или оно очень сильно меняет. Максимальное оно в мае. Шикарно. Там вода. Под этот мост течет речка. То есть уровень настолько высокий, что... Так, ну, заказали чорбу из телятины. И такую же телятину из-под сача с картошечкой. И бутылочку воды за 3,5 евро, ё-моё. Ну, пить-то охота. А что делать? Там есть 1,5 евро 250 миллилитров, но я этим стаканчиком не напьюсь. А 0,75 стоит 3,5. Охренеть. Ну, ладно. Вот, пока сейчас все это дело там готовится, давайте с вами немножко здесь пройдемся. Конечно, здесь все отснято, переснято уже 10 раз во все стороны, во все сезоны. Ну, вот я тут еще не был. Вот так вот выглядит этот ресторанчик отсюда. Ну, их тут 2. Вот второе закрыто, кафе какое-то. И там еще есть вон наверху и внутри, видно, зимние теплые места. Зимой тут тоже очень красиво. Ну, скажу вам так, в ресторане так столько народу, шумно вообще, ужас. Даже не знаю, кусок в горло не полезет. Зачем вообще заказал? Съел бы салатик какой-нибудь быстренький, да и все, водичку попил. Лучше бы вот где-то взять еды с собой. Вот лавочки какие прекрасные. Здесь тихо, спокойно. На бережку сел, покушал. Что в этой толпе там сидят они? Это ж как надо проголодаться. Так, вот, собственно говоря, Черное озеро. Ну, как я говорю, контраста вот нету. Сейчас вот солнце должно уже практически вот зайти за эту гору, и здесь какая-то интересная атмосфера тогда станет. И будет контраст вот такой вот. Тогда в ту сторону можно будет сделать кадры. А так, вот смотрите, вон туда можно идти. Надо, вот так вот через все вот это вот можно вот так вот ходить. И там есть вот такая прогулочная. Вон там люди ходят. Большая тропа. Безопасная. Спокойная. Но это в следующий раз.
Смотри, какая плоская гора отсюда кажется. Здесь водятся совы. И вот такая вот лесная тропа. Очень хотелось бы, конечно, пойти по ней далеко-далеко. Но, друзья, это в следующий раз. Сейчас мы здесь дойдем немножко до озера, посмотрим, и уже надо будет возвращаться в ресторан. Какой-нибудь вид. Вот здесь, к примеру. Тут везде все очень так вот ухожено, так что можно везде лазить. Очень красивые вот такие с мхом камни. О, здесь сразу тишина такая. Ну и вон туда спуск к озеру. Вон там вот на том берегу вон тоже беседочки. Ладно, будем возвращаться. Сейчас еще будет закат. Сниму, посмотрю, как здесь это все выглядит. Вот за гору солнца, когда будет заходить. Словлю контраст, может быть, красивый. Вот дорожка, смотрите, как она прям вот таким вот камушком вся засыпана. Очень комфортно ходить. Надо было вместо этой ягнятины с чорбами пробежечку вокруг озера сделать, пока они кушают все. Корешок. Так, нам сюда. Точно я не подумал. Надо было где-нибудь погуглить. Хотя, может быть, вот Саша знает, сколько времени может занять быстрым шагом обойти. Наверное, как раз бы уложился. Смотрите, белочка. Нашел белку. Ура, черненькую. Вон она. Она хотела попить, но ее спугнули. Какой у нее хвост пушистый. Все. Побежала. Теперь ее и не найти. Именно эту рыбку всем салат будешь большаков сашевский. Ну, Вот видишь, такое я вот уже мясо становлюсь, из-под сача. опытным туристом. Кстати, очень маленькая порция, мне кажется. И здесь очень много Местный. жира. Я уже просто поняла весь этот прикол. Сейчас я буду все это пробовать и расскажу, стоит ли это здесь заказывать. Наслаждайся, Саша. Да, я вот сижу, Ты я это- телефон убрал. Ты это- Картошка как картошка. Я, конечно, позвонила маме, ну, потому что она еще в дороге звонила, я думаю, ну, мало ли. Что сказала мама? Ой, ну, она о своих проблемах, конечно же, рассказала. А мясо пересоленое. Влюбленный повар. Да, мясо очень сильно соленое, а картошка нормально. Угу. Ну, порция, друзья, очень маленькая. Вот эта вот вещь стоит 12,5 евро. Хотел сказать, ничего себе гора. Вообще нет. Спальня отдельно, там у меня можно закрыть, это там где одежда висит. но всё равно. А вот, друзья, чорба. Здесь, наверное, детсадовская порция такая. Я обычно столько на тарелке оставляю дома, когда кушаю. Давайте теперь попробуем ее. Здесь горошек, морковка, собственно говоря,
останки мяса. Вот. Еще что-то. Интересно наблюдать. В общем, где-то, скажем так, по цене центов на 50, наверное. В общем, не рекомендую. Мясо вот можно еще заказать. Ну, хотя, конечно, такую порцию. Где-то я слышал, я, собственно, по ресторанам не хожу, и слышал, что вот такие вот блюда приносят мясо за те же 12 евро. Но здесь вот за 12 евро, вот еще раз покажу, вот, что вы будете кушать, в принципе. И здесь половина еще костей. Вот так вот. Решайте сами. И вот солнце заходит уже. Появились облака, картина стала немножко другой. Все, я свалил из этого ресторана. В общем, сами видели. В общем, по крайней мере, вот это дело, то, что я заказывал, не рекомендую. Не знаю, что здесь с остальными. Девушки заказали паструмку. Ну, тоже, что там, пол рыбки, вот филе. Одна половина, по-моему. И там 2 картошечки. Ничего такого, что нельзя то же самое вкусно, намного больше и в 10 раз дешевле сделать дома. Поэтому еще раз повторяюсь, вот я обязательно, когда в следующий раз поеду, я возьму с собой какие-то вкусные сэндвичи, классные сделаю, там, с прошутом, с фратом, там, с мясом, с каким-нибудь там сыр, соус. Взять с собой термос с кофе. И вот где-нибудь на лавочке там сесть. В тишине. Красота. Не люблю я, друзья, рестораны. Считаю это совершенно как-то. Ну, если бы что-то здесь подавали такое, что я не знаю, прям, ну вообще прям что-то такое. Ну, такого ничего нету. Как ходят вот в эти рестораны всякой молекулярной кухни, попробовать что-то такое, так дома уж не приготовишь, вот эти всякие штучки, которые они там делают. Вот тоже не понимаю, зачем оно надо. Ну, как бы вот просто для разнообразия. Не приготовишь, поэтому есть смысл идти и попробовать. Вот, в общем, поворчал я достаточно. Посмотрим, что тут есть. А вот если вот так вот можно взять, смотрите, и просто зайти в лесок. И что мы здесь увидим? Увидим тут такую лавочку хитрую, тайную. И увидим здесь, собственно, что? Лесок и увидим. А то здесь тихо. Грибы уже сгнили. Куча шишек. Вот запах сосен, кстати, чувствуется. Может, белка еще будет? Нет. А это что там такое было когда-то? Все развалилось. А вот смотрите, что там за монумент такой. Это тоже посвящено войне, 42-й год. Ладно, будем возвращаться, а то сейчас там наши поедят. И мы сразу уже начинаем двигать в сторону Подгорицы. И снимать я уже не буду больше. Вот. Все на этом, наверное. Конечно, жалко, что Черное озеро все не получается сегодня
сделать обзор. Но и без меня их достаточно, еще раз повторюсь. А я вот снял, кажется, то, что увидел, в принципе, все понятно. И самое главное, понятно про ресторан. Про него и так писали, что тут как-то не очень адекватно. Так как салатик там тоже за 12 евро, там листья салата, 3 помидорки черри маленьких, огурчик постругали там и уксусом сбрызнули с маслицем. Вот и все. Так что, друзья, записывая это видео, сейчас я не знаю, какая часть это будет, да, наверное. Может, 3-я, да, но вот это последняя часть нашей с вами поездки на север Черногории. Так что до скорых встреч. Смотрите, может, какие-то шотики буду выкладывать за жизнь.